государственный переворот во Франции 2 декабря 1851 года. Государственный переворот во Франции 2 декабря 1851 года был переворотом, приведшим к ликвидации Второй Республики и установлению Второй империи во Франции. Данный переворот был самопровозглашенным переворотом, организованным Луи Наполеоном Бонапартом, впоследствии Наполеоном III. В то время он был президентом Франции во времена Второй Республики. Операция под кодовым названием «Рубикон», которую связали с годовщиной коронации Наполеона I и победы при Аустерлице, привела к распуску Национального собрания, наделению президента диктаторскими полномочиями, и, по сути, можно сказать, что операция предшествовала созданию Второй империи во Франции. Столкнувшись с перспективой покинуть свой пост в 1852 году, Луи Наполеон Бонапарт, племянник Наполеона Бонапарта, организовал государственный переворот, чтобы остаться у власти и реализовать свои программы реформ. Они включали восстановление всеобщего избирательного права для мужчин, ранее отмененного законодательным органом, сохранение его полномочий и плюс полномочия по разработке новой Конституции, которые были одобрены Конституционным референдумом. В результате была принята Конституция 1852 года, которая значительно расширила президентские полномочия и продолжительность президентского срока. Через год после переворота Бонапарт провозгласил себя императором французов, именовав себя Наполеоном III. В 1848 году Луи Наполеон Бонапарт был избран президентом Франции, набрав 74% голосов. Он сделал это при поддержке партии. Впоследствии он находился в постоянном конфликте с членами и депутатами Национальной ассамблеи. Партия считала, что Луи Наполеоном будет легко манипулировать. Адольф Тьер назвал его кретином, которого можно будет вводить за нос. Но, вопреки ожиданиям партии, он проявил себя ловким и хитрым политиком. Ему удалось навязать свой выбор и решение ассамблеи, которая вновь стала консервативной после июньского восстания 1848 года. Он вышел из-под контроля партии и создал Министерство юстиции, назначив генерала Альфонса Анри Д'Отпуля главой министерства в 1849 году. 3 января 1850 года он уволил Шангарнье, диссидента из партии, тем самым спровоцировал открытый конфликт внутри партии. Он также активно поощрял создание многочисленных антипарламентских газет и не только. Положения Конституции, запрещавшие действующему президенту добиваться переизбрания, по-видимому, привели бы к прекращению правления Луи Наполеона в декабре 1852 года. Поэтому первую половину 1851 года он посвятил себя тому, чтобы попытаться добиться внесения изменений в Конституцию через парламент, чтобы его можно было переизбрать. Бонапарт путешествовал по провинциям и организовывал петиции, чтобы заручиться поддержкой населения. 2/3 Генерального совета поддержали дело Луи Наполеона, но в ассамблее сторонники Луи Филиппа Альбера Орлеанского заключили союз с крайне левыми, чтобы противостоять планам Луи Наполеона. В январе 1851 года парламент вынес вотум недоверия министру юстиции. 19 июля парламент отказался от конституционной реформы, предложенной Луи Наполеоном, а также отменил всеобщее избирательное право для мужчин в попытке сломить народную поддержку Бонапарта.
Государственный переворот был тщательно спланирован с 20 августа 1851 года. Подготовка и планирование этого переворота происходили в Сен-Клу. Среди заговорщиков были Жан-Жильбер Виктор Фиолен, верный соратник Луи Наполеона, Шарль-Огюст Жозеф Луи де Марни, сводный брат Луи Наполеона, и генерал Арман Жак Ашиль Леруа де Сент-Арно. 14 октября Луи Наполеон обратился к парламенту с просьбой восстановить всеобщее избирательное право для мужчин, но эта просьба была отклонена. Его просьба о пересмотре предложения о конституционной реформе также была отклонена. Готовый нанести удар, Луи Наполеон назначил генерала де Сент-Арно военным министром, и был издан циркуляр, напоминающий солдатам об их обещании пассивного повиновения. Последователи президента были назначены на различные важные должности. Убежденный в том, что переворот теперь неизбежен после последнего отказа, Луи Наполеон назначил годовщину коронации Наполеона в 1804 году и победу при Аустерлице в 1805 году в качестве дня переворота. Операция получила название «Рубикон», намекая на Гая Юлия Цезаря. Утром 2 декабря войска под командованием де Сент-Арно заняли стратегические пункты Парижа. Были арестованы лидеры оппозиции и обнародованы 6 указов об установлении правления Луи Наполеона. Национальное собрание было распущено, и всеобщее избирательное право мужчин восстановлено. Луи Наполеон объявил, что разрабатывается новая конституция, и заявил, что намерен восстановить систему, установленную первым консулом. Реагируя на этот переворот, парламентарии укрылись в мэрии Парижа, и 220 из них проголосовали за отстранение Луи Наполеона от власти. Наиболее заметными среди них были либералы, такие как Шарль Франсуа Мари де Римза, и умеренные, такие как Паскаль Пьер Дюпра, которые вскоре были арестованы. Парижское восстание, возглавляемое такими людьми, как Виктор Гюго и Виктор Шольшер, вспыхнуло, несмотря на жесткий контроль со стороны армии. Повстанцы вскоре были разгромлены. 3 декабря был убит парламентарий Жан-Батист Альфонс Виктор Баден, а 4 декабря 200 человек стали жертвами подавления восстания. В общем, восстание в Париже было подавлено, и потом город вернулся к нормальной жизни. По словам Виктора Гюго, убийства 4 декабря были произвольными, и все, кого видели солдаты, были застрелены или заколоты штыками, включая женщин и детей. Переворот вызвал восстания в других местах по всей Франции. 5 декабря поступали сообщения о восстании в крупных городах, небольших поселках и сельских районах на юго-западе Франции. С 8 декабря 32 департамента были приведены в состояние боевой готовности, и мятежные районы были взяты под контроль в течение нескольких дней. Оппоненты были арестованы, а некоторые были вынуждены бежать. Виктор Гюго бежал в Брюссель, затем на Джерси и, наконец, поселился со своей семьей на Гернси. Это остров у побережья Нормандии в проливе Ла-Манш, один из нормандских островов. Прожил в изгнании до падения Наполеона III в 1870 году и падения режима во время франко-прусской войны. К концу восстания было арестовано 26 тысяч человек, 9530 человек были отправлены в Алжир, а 250 в тюрьму Каены. Разрабатывался проект новой конституции, был организован референдум для ратификации нового порядка, а переворот был представлен как операция по обеспечению безопасности. 20 и 21 декабря было зарегистрировано, что население Франции проголосовало за принятие нового режима подавляющим большинством. Хотя официальный подсчет голосов и свободный характер голосования были поставлены под сомнение диссидентами, такими как Виктор Гюго, теперь у Бонапарта была
полная власть. После референдума в декабре 1851 года, в январе 1852 года была принята новая конституция. Она резко расширила полномочия президента, который избирался сроком на 10 лет без ограничения срока полномочий. Президент не только обладал исполнительной властью, но и был наделен правом законодательной инициативы, тем самым сократив сферу полномочий парламента. Бонапарт был автоматически переизбран на новый президентский срок. По сути, он стал обладать всей руководящей властью в стране. Авторитарная республика оказалась лишь временной мерой, поскольку Бонапарт немедленно приступил к восстановлению империи. Менее чем через год после очередного референдума 7 ноября 1852 года была провозглашена Вторая империя. И снова в символическую историческую дату 2 декабря президент Луи Наполеон Бонапарт стал Наполеоном III, императором Франции. Конституция 1851 года сосредоточила в руках Луи Наполеона столько власти, что когда была провозглашена империя, единственными существенными изменениями в документе были замена слова «президент» словом «император» и передача поста по наследству. Думаю, на этом все. Всего доброго.